Здравствуйте. Миоклония или миоклонус – насильственные, внезапные, короткие мышечные сокращения при позитивных миоклониях и внезапным прекращением текущей мышечной деятельности при негативных миоклониях. Возможно присутствие как позитивных, так и негативных миоклоний при одном заболевании, например, при постгипоксической миоклонии и при прогрессирующей миоклонус эпилепсии. Существует множество классификаций миоклоний, но наиболее востребована при лечении классификация, основанная на физиологии миоклонии. По распространенности их можно разделить на фокальные, мультифокальные и генерализованные, по влиянию провоцирующего фактора на спонтанные и рефлекторные. Также миоклонии можно разделить на корковые, подкорковые, спинальные и периферические, в зависимости от места их возникновения. Они могут возникнуть в покое, при поддержании какой-либо позы или при движении. По этиологии можно выделить физиологические, эссенциальные, эпилептические, симптоматические и психогенные миоклонии. Корковые миоклонии – наиболее распространенный тип миоклоний. Они чаще поражают дистальные отделы верхних конечностей и лицо, что отражает наибольшее корковое представительство этих областей. Обычно они возникают при сознательной деятельности, что может повлиять на речь и походку. Корковые миоклонии стимул-чувствительные, возникают обычно при прикосновении, но также описаны появление при световой стимуляции. Фокальные корковые миоклонии почти всегда указывают на скрытое поражение сенсомоторной коры, которое продуцирует гиперактивность, например, при сосудистых, воспалительных и опухолевых заболеваниях. Примеры корковой мультифокальной миоклонии – это постгипоксическая миоклония, синдром Ланса-Адамса, прогрессирующая миоклоническая атаксия и нейродегенеративные заболевания. Негативные миоклонии возникают при внезапном прекращении текущей мышечной деятельности. Клинически они проявляются как внезапные невольные, схожие с ударом током рывки, вызывающие промахивание при пальценосовой пробе. Эпилептические негативные миоклонии наблюдаются при прогрессирующей миоклонус эпилепсии. Астериксис – тип подкорковых негативных миоклоний, возникающих при токсикометаболических энцефалопатиях. Как правило, двухсторонние и ритмичные частотой от 6 до 11 Гц. Односторонние астериксисы могут быть следствием одностороннего поражения таламуса. Подкорковые миоклонии возникают между корой и спинным мозгом. Они делятся на несегментарные и сегментарные типы. Стартл-рефлекс или гиперэксплесия и ретикулярные миоклонические рефлексы, познотонические, выпрямительные, статокинетические, являются классическими стволовыми миоклониями. Физиологический стартл-рефлекс – пример физиологического подкоркового рефлекса, который приводит тело в оборонительную позицию после неожиданного стимула, например, внезапным шумом. Миоклония мягкого неба – тип сегментарных миоклоний ствола мозга, по мнению некоторых авторов, является формой тремора. Спинальные миоклонии могут быть сегментарными и проприоспинальными, отражающие сегментарную организацию и наличие проприоспинальных путей, соединяющих разные сегменты спинного мозга. Спинальная сегментарная миоклония – симптом, как правило, структурных поражений, таких как сирингомиелия, миелит, травма, сосудистые нарушения или опухоль спинного мозга. Проприоспинальная миоклония – форма спинальной миоклонии, при которой спинальное возбуждение охватывает аксиальную мускулатуру вверх и вниз вдоль спинного мозга по длинным проприоспинальным путям. Все большее признание приобретают психогенные формы проприоспинальной миоклонии. Периферические миоклонии характеризуются ритмичными или полуритмичными сокращениями при заболеваниях сплетений нервов, корешков, реже клеток передних рогов спинного мозга. Гемифациальный спазм – наиболее частый пример периферической миоклонии. Этиологическая классификация включает физиологические миоклонии, возникающие у здоровых людей. Сокращение при засыпании гипногогические миоклонии, икота, физиологический стартл-рефлекс – наиболее часто встречаемые из них. Эссенциальные миоклонии изолированные или проявляются только симптомами, беспокоящими пациента. Они представляют небольшой дискомфорт. Обычно они проявляются в детском возрасте с миоклонических молниеносных мышечных сокращений в сочетании с дистонией при отсутствии другого неврологического дефицита.
Эпилептические миоклонии бывают позитивными и негативными. Эпилептические миоклонии сопровождаются генерализованными разрядами на ЭЭГ. Однако миоклонии могут быть фокальными, сегментарными и генерализованными. Вторичные миоклонии встречаются в контексте неврологических и неневрологических расстройств и являются наиболее распространенной формой миоклоний. Этиология включает постгипоксические миоклонии, медикаментозные миоклонии, токсико-метаболические причины, миоклонии, связанные с фокальными нарушениями, нейродегенеративными заболеваниями и наследственными заболеваниями обмена веществ. Психогенные миоклонии могут возникать спонтанно или после перенесенных травм. Мышечные сокращения, непостоянные во времени, изменчивые, могут возникать неожиданно. При сборе анамнеза необходимо узнать возраст дебюта, характер миоклоний, провоцирующие и смягчающие течение факторы, наследственность, симптомы, ассоциированные с заболеванием. При осмотре важно установить, появляются миоклонии в покое, при постуральных пробах или при движении, как распределены миоклонии и чем они вызываются. Электрофизиологические обследования важны для установления места возникновения миоклоний. Корковые, подкорковые или спинальные. Как правило, не удается контролировать миоклонии монотерапией. Для ее лечения требуется множество препаратов, часто в больших дозах. Антиэпилептические препараты, такие как вальпроат натрия и левотирацетам, эффективны при кортикальных миоклониях. Клоназепам оказывается эффективным при всех видах миоклоний. При фокальных и сегментарных миоклониях, вне зависимости от происхождения, с переменным успехом может быть использован инъекционный бутулотоксин. Контролируемые данные лечения миоклонии недостаточны, и терапия в основном носит эмпирический характер. Спасибо за внимание.